Здравствуйте! В этом видео мы будем вязать вот такую повязку на голову в технике двухсторонний жаккард. Вязание начну с вязания образца. Для этого я наберу 20 воздушных петель. Раз, два, три, 4. Делаю 2 петли подъема. Раз, два. Делаю накид и в третью петлю от крючка я провяжу столбик с накидом. Так, столбики с накидом я провяжу до конца ряда. Вот я провязала 20 столбиков с накидом. Теперь я присоединю нить другого цвета. Смотрите, я завожу крючок в первую петлю, беру нить другого цвета и делаю 2 петли подъема. Раз, два. Теперь вот за эти перемычки, вот они, я провяжу 20 столбиков с накидом розового цвета. Раз, два, три, 4, 5. Итак, я провязала 20 столбиков с накидом розового цвета. Теперь я вот эту полосочку складываю пополам. Вот так. Сделаю 2 петли подъема. Раз, два. Переворачиваю вязание. Теперь я провяжу 3 столбика с накидом розового цвета. И крючок при этом я буду заводить вот под столбики. Вот сюда я буду вставлять крючок. Я сделала 2 петли подъема. Вот эти 2 петли подъема первые считаются первым столбиком с накидом. Я делаю накид, ввожу под следующий столбик крючок, провязываю второй столбик с накидом, потому что первые 2 петли подъема считались первым столбиком. Делаю накид, ввожу крючок под столбик предыдущего ряда, провязываю третий столбик с накидом. Четвертый столбик с накидом я буду вязать со стороны голубого цвета. Вот у нас идут столбики голубого цвета. Первых 3 столбика я пропускаю. Раз, два, 3. Почему я их пропускаю? Потому что эти 3 столбика связаны у меня со стороны розового цвета. Я делаю накид, вставляю крючок под 4-й столбик голубого цвета, провязываю столбик с накидом. Теперь я буду провязывать со стороны розового цвета. Снова 3 столбика с накидом. Делаю накид. Со стороны розового цвета я один столбик, вот этот, пропускаю, потому что он у меня провязан со стороны голубого цвета. Ввожу крючок под следующий столбик. Провязываю 3 столбика с накидом. Раз. Два. Три. Делаю накид. Со стороны голубого цвета 3 столбика пропускаю. Раз, два, 3. Пропускаю их, потому что 3 столбика связаны со стороны розового. Под 4-й столбик вставляю крючок. Провязываю столбик с накидом. Делаю накид. Со стороны розового цвета один столбик пропускаю, потому что он провязан со стороны голубого цвета. Провязываю следующие 3 столбика с накидом. Раз.
2, 3. Делаю накид. Со стороны голубого цвета 3 столбика пропускаю. 1, 2, 3. Вставляю крючок под 4 столбик. Провязываю столбик с накидом. Делаю накид. Со стороны розового 1 столбик пропускаю, потому что он провязан со стороны голубого цвета. И под столбики розового цвета провязываю еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Теперь делаю накид. 3 столбика голубого цвета пропускаю. 1, 2, 3. Вставляю крючок под 4 столбик, провязываю столбик с накидом. Делаю накид. Со стороны розового цвета 1 пропускаю. Провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. У меня здесь со стороны розового остался 1 столбик. И по узору я, конечно, сейчас должна сделать накид, пропустить 3 столбика голубого цвета, по 4 столбик провязать столбик с накидом. Но я не буду этого делать. Я 4 столбик провяжу также под розовый цвет. Вот здесь у меня есть 2 петли подъема предыдущего ряда. Они считаются за первый столбик с накидом. Я прямо во вторую петлю вставляю крючок и провязываю столбик с накидом. Почему я так сделала? Потому что в этом месте у нас будет переходить нить с розового на голубой и с голубого на розовый. И для того, чтобы эти нити не путались и всегда переходили с розового, голубой с голубого, я этот 4 столбик заканчиваю за розовый цвет. Теперь я вставляю крючок, подхватываю нить голубого цвета, делаю 2 петли подъема. 1, 2. Переворачиваю вязание. Так как у нас с этой стороны провязано 4 розовых столбика, я со стороны голубого цвета тоже провяжу 4 столбика, только уже голубого цвета. Первые 2 петли подъема считаются у нас первым столбиком с накидом. Я ввожу крючок под следующую петлю, провязываю следующий столбик с накидом. 1, 2, 3, 4. Делаю накид. Теперь я пропускаю здесь 4 столбика с накидом розового цвета. 1, 2, 3, 4. Под 5 завожу крючок и провязываю столбик с накидом. Делаю накид. Со стороны голубого розовый уже столбик провязан. Вот он. Я его пропускаю. Вставляю крючок под следующий столбик с накидом. Провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Делаю накид. Со стороны розового 3 столбика пропускаю, потому что они провязаны со стороны голубого. 1, 2, 3. Под 4 столбик провязываю столбик с накидом голубого цвета. Делаю накид. Смотрите, розовый здесь уже провязан. Я его пропускаю. Ввожу крючок под следующий столбик и провязываю 3 столбика с накидом. 2, 3. Делаю накид.
Со стороны розовой пропускаю 3 столбика. 1, 2, 3. Под 4 провязываю столбик с накидом. Делаю накид. С этой стороны розовый столбик у нас уже провязан, мы его пропускаем. Вяжем еще 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Делаю накид. Со стороны розового пропускаю 3 столбика. 1, 2, 3. Под 4 столбик вставляю крючок. Провязываю столбик с накидом. Делаю накид. Розовый провязанный пропускаю. Провязываю еще 3 столбика с накидом. 1, 2. У меня остались вот здесь 2 воздушные петли подъема предыдущего ряда. Это считается за столбик с накидом тоже. Я вставляю крючок, делаю накид, вставляю крючок во вторую петлю воздушную и провязываю 3-й столбик с накидом. Делаю 2 петли подъема, переворачиваю вязание. Теперь я буду вязать столбики с накидом голубого цвета за столбики с накидом голубого цвета. Первые 2 петли подъема считаются первым столбиком с накидом. 1. Я ввожу крючок под следующий столбик, провязываю 2 и 3. Делаю накид. И со стороны розового, вот смотрите, голубой провязан, я вставляю крючок под него, под голубой, и провязываю столбик с накидом. Делаю накид, провязываю под голубые столбики с накидом, 3 столбика с накидом, 2, 3. Накид, 4 столбик, вот он, под голубой со стороны розового цвета провязываю. Накид, опять 3 столбика с накидом под голубые столбики с накидом предыдущего ряда. Два, 3. Накид, 4 столбик под голубой столбик со стороны розового цвета. Накид, следующие 3 столбика. Накид, провязываю столбик с накидом под голубой столбик со стороны розового цвета. И теперь мы подобрались к месту, где нити у нас будут меняться. Здесь у нас 4 голубых столбика. 1, 2, 3, 4. Я их также провяжу. Раз. Два.
3. Здесь у нас 2 петли подъема предыдущего ряда, они считаются за столбик с накидом. Я делаю накид, ввожу крючок во вторую воздушную петлю, провязываю столбик с накидом. В этом месте меняю нить на нить другого цвета. Делаю 2 петли подъема, переворачиваю вязание. Теперь я буду под розовые столбики провязывать столбики с накидом розового цвета. Первые 2 петли подъема считаются за первый столбик с накидом. В предыдущем ряду у нас 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Я их и провяжу. Вот этот столбик у нас считается первым. Ввожу крючок под следующий столбик с накидом. Вот. 2. 3. 4. Делаю накид. Со стороны голубого цвета, видите, розовый столбик провязан. Я ввожу крючок под розовый, провязываю розовый столбик с накидом. Делаю накид, провязываю следующие 3 столбика с накидом розового цвета. 1, 2, 3. Делаю накид. Со стороны голубого цвета вставляю крючок под розовый столбик. Провязываю столбик с накидом. Накид. Теперь голубой пропускаю, вставляю крючок под розовый и провязываю столбики с накидом розового цвета. Делаю накид. Со стороны голубого вставляю крючок под розовый столбик. Провязываю столбик с накидом. Накид. Голубой столбик пропускаю. Вставляю крючок под розовые столбики с накидом. Провязываю еще 3 столбика с накидом. 1. 2. 3. Делаю накид. Со стороны голубого цвета вставляю крючок под розовый столбик. Провязываю столбик с накидом. Накид. Голубой столбик пропускаю. У меня здесь осталось 3 столбика с накидом. Я их провязываю. 1. 2. Накид. Третьим столбиком у нас служат 2 воздушные петли предыдущего ряда. Я ввожу крючок во вторую петлю, провязываю столбик с накидом. Делаю 2 петли подъема, переворачиваю вязание. Посмотрите, что у нас уже получается. У нас уже виден узор. Дальше я продолжаю розовые столбики вязать под розовые. Потом в конце ряда перейду на нить голубого цвета и под голубые столбики буду вязать голубые. Таким образом, этот узор вы провяжете то количество рядов, которое посчитаете нужным. Почему я так говорю? Потому что пряжа у всех разная. И вязать эту повязку вы будете из той пряжи, которую выберете. И не факт, что она будет такая же толстая,
как это. Например, у вас будет в 100 граммах 600 метров, а там нить будет потоньше, то вам, конечно, надо будет провязать 10 рядов, может быть даже 15 рядов для своего образца. У меня пряжа довольно толстая, у меня в 100 метрах 280, в 100 граммах 280 метров, она достаточно крупная, и у меня такая получается довольно, посмотрите, толстенькая повязка, поэтому для своего образца я провяжу 6 рядов, мне будет этого достаточно. Вы же провяжете то количество рядов, которые вы посчитаете нужным, но не забывайте, что образец не должен быть слишком маленьким. Точно так же и в ширину. Я набрала 20 петель, у меня крупная пряжа, мне этого достаточно. Если вы вяжете более тонкой пряжи, то вам лучше набрать 30 или даже 40 петель, для того, чтобы ваши расчеты по вашему образцу были более точными. У меня полный образец уже провязан. Вот так он выглядит. Такой красивый, интересный узор получается. Эта техника называется двухсторонний жаккард. Очень увлекательная. В этой технике мы сегодня будем вязать нашу повязку. После того, как вы свяжете свой образец, вам нужно его обязательно постирать и высушить на горизонтальной поверхности. После этого приступать к расчетам. Я свой образец уже постирала, он у меня уже высох. Теперь я буду делать расчеты. Для начала запишу исходные значения. Мой образец связан 20 петель в ширину. Записываю 20 петель. И в высоту у меня провязано 6 рядов. Записываю 6 рядов. Теперь я беру сантиметр и измеряю ширину своего образца в сантиметрах. У меня это 13,5 сантиметров. Записываю 20 петель равняется 13,5 сантиметра. Теперь измерю высоту своего образца. У меня это 5,5 сантиметра. Значит, в 6 рядах у меня 5,5 сантиметра. Теперь определяю плотность своего вязания. Образец можно отложить, сейчас будут только расчеты. Я 20 делю на 13,5. То есть я вот это значение поделила на это. Получаю ответ 1,48 петли в 1 сантиметре. Теперь я 6 разделю на 5,5. То есть я вот это значение поделила вот на это значение. У меня получается 1,09 ряда в 1 сантиметре. Теперь вам надо измерить объем своей головы сантиметрами и записать это значение. У меня объем головы 56 сантиметров. Высота повязки будет 8 сантиметров. 8 сантиметров это высота повязки. Теперь мне нужно определить, сколько мне надо набрать петель для того, чтобы провязать повязку шириной 56 сантиметров. Для этого я 56, вот это значение, умножу на количество петель в 1 сантиметре. Умножаю на 1,48. Получаю ответ 82,8, ну там еще 8. Округлю в большую сторону, получается 83 петли. Теперь мне надо узнать, сколько мне надо провязать рядов для того, чтобы получить высоту повязки 8 сантиметров. Для этого 8 умножу, я вот это значение умножу на количество рядов в 1 сантиметре на 1,09. Получаю ответ 8,72. Округляю в большую сторону, получаю 9 рядов. То есть для того, чтобы провязать данную повязку, мне надо набрать 83 петли и провязать 9 рядов.
Дальше вы берете схему, которая вам понравилась для вашей повязки. Схем в интернете масса. Выбирайте любую понравившуюся. На этой схеме вам надо выбрать какую-нибудь часть узора, которая вам нравится. Это может быть абсолютно любой узор. Это может быть геометрия, цветочек, белочка, какой-нибудь орешек, все, что вам понравится. Но при этом раппорт вашего узора, что такое раппорт? Это количество петель в ширину и количество рядов в высоту, которые составляют узор. Должно быть где-то 5, 7, 9 рядов, не более того. Что значит рядов? Вот видите, здесь вот, например, вот в этой схеме есть темные клетки и светлые клетки. В ширину это клетки это количество петель, которые составляют узор, а в высоту клетки это количество рядов, которые составляют узор. У вас повязка будет 8 сантиметров. Надо понимать, что для такого маленького изделия, соответственно, узор надо брать небольшой. Вот это, например, узор это на целый шарф схема. Вы можете взять любую схему и вырезать какой-то кусочек узора. Конечно, вот такой узор тоже не подойдет, потому что он достаточно большой. Какую-то маленькую часть этого узора просто вырезать ножницами и вязать по ней. Если вам не хочется вязать по схеме, тот узор, который я показала на образце, тоже очень интересный, легко вяжется. Вы можете просто использовать этот узор как вариант. Мне кажется, будет отличная идея. Я для своей повязки выбрала, я тут уже вырезала ножницами, уже вязала в каких-то местах. Вот такой узор, это такая змейка. И я буду повязку вязать вот этой змейкой. Здесь я уже вырезала свой узор для того, чтобы мне было более понятно, более удобно им пользоваться. Я закрасила ряды, которые у меня составляют мой раппорт, потому что в этом узоре 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядов, а мне надо провязать 9. И я лишние ряды, которые мне не нужны, я закрасила фломастером. А после того, как вы определились со своим узором, вам надо определить, какой раппорт этого узора в ширину. У меня в данном случае раппорт составляет 16 петель. И здесь идет следующий нюанс. Для того, чтобы понятно, что, смотрите, у меня маленькая змейка, кусочек змейки, я ее буду распределять красиво по повязке, чтобы узор был законченным и с начала, и с конца повязки. И при этом красиво располагался и в высоту. А для этого мне надо определить, вот смотрите, у меня 83 петли, сколько же в 83 петли у меня поместится вот таких вот узоров. Для этого я 83, вот это значение, я разделю на раппорт своего узора. Он у меня 16 петель составляет. Получаю ответ 5 и 18. У меня ответ в ответе получилось не целое число, оно дробное. Мне нужно довести ответ до целого числа. Для этого вам нужно либо прибавить количество петель, либо убавить. Я выбрала сократить количество петель, и я 3 петли убираю и сокращаю до 80. 80 я поделю на 16, и у меня получится ответ 5. То есть 5 вот таких вот змеек у меня поместится на моей повязке в 80 петлях. Вы можете добавить количество петель, допустим, 85, разделить на количество петель вашего раппорта. У меня 16 петель, это достаточно большой раппорт для такой повязки. У вас может быть и 5, и 9. Все зависит от того, какой узор вы выбрали. Также, если, смотрите, мне надо провязать 9 рядов в своей повязке. И узор у меня как раз и составляет 9 рядов, вот этот, который я выделила. У вас может быть, допустим, ваш узор составлять 5 рядов или 7 рядов, а провязать вам надо 9. То вам обязательно надо этот узор распределить по центру вашей повязки. То есть, допустим, раппорт в высоту узора составляет 5 рядов. От 9 отнимаем 5, получается 4. Значит, 4 ряда вам надо равномерно распределить и сверху, и снизу. Значит, 2 провязываем ряда пустых, потом провязываем 5 рядов узора, и вверху мы тоже 2 ряда провязываем пустых, для того, чтобы узор красиво лег по повязке.
Надеюсь, я объяснила вам достаточно понятно. Если у вас будут вопросы какие-то, пишите их в комментарии, я буду стараться отвечать и помочь вам разобраться в этом деле, скажем так. На этом расчеты я заканчиваю. Я определила, что мне надо связать 80 петель в ширину и 9 рядов в высоту. И я приступаю вывязывать вот этот узор. Расчеты я откладываю. 80 петель двух цветов я уже набрала. Вот что у меня получается. Теперь я беру крючок. Вот я закончила набирать. Последнюю 80-ю петлю розового цвета. Я вставляю крючок. Делаю 2 петли подъема. Точно так же, как в образце, складываю свою полосочку пополам, переворачиваю вязание. Теперь читаю схему. В этой схеме белые клетки означают светлый цвет, а темные клетки означают темный цвет. Светлые клетки вяжутся с нижней стороны, вот с этой, а темные с верхней стороны. Я сделала 2 петли подъема, которые считаются первым столбиком с накида. И в первом ряду, вот мой первый ряд будет, у меня первая клетка идет светлая. Как раз вот у меня эти 2 петли подъема являются первым столбиком и первой светлой клетки в схеме. Следующая клетка у меня идет темная. Темную клетку я буду провязывать за голубой цвет. Я один столбик пропущу, потому что он у меня провязан вот с этого ряда. Делаю накид, вставляю крючок под второй столбик, провязываю темную клетку. Дальше у меня идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 светлых клеток. Я эти 11 светлых клеток буду провязывать с обратной стороны, с задней, скажем так. Одну клетку я пропущу, вот этот столбик я пропущу, потому что он у меня связан со стороны голубого. Под соседний, вот этот пропускаю, под соседний столбик ввожу крючок и провязываю 11 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я провязала 11 светлых клеток. Следующая клетка у меня темная. Я делаю накид. И со стороны голубого я пропущу 11 голубых столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И под 12 я провяжу столбик с накидом, вот эту вот темную клетку. Когда вы пропускаете вот здесь столбики, обязательно их пересчитывайте, для того, чтобы не сбиться с узора, потом не распускать и не перевязывать. Я закончила провязывать первый ряд этого узора. Закончила его на темной клетке. Теперь я возвращаюсь в начало этого же ряда и продолжаю узор. У меня идет светлая клетка. Первая клетка в этом ряду светлая.
значит, я делаю накид. Со стороны розового я пропускаю один столбик, потому что он у меня провязан со стороны голубого. И провязываю под соседний столбик светлую клетку. Дальше по узору у меня идет темная клетка. Я делаю накид. Со стороны голубого пропускаю одну клетку, потому что она провязана со стороны розового. Ввожу под соседний столбик крючок и провязываю столбик с накидом. Я провязала темную клетку. Теперь я снова провязываю 11 светлых клеток. Я делаю накид. Со стороны розовой я пропускаю один столбик, потому что он провязан со стороны голубого. Под соседний столбик ввожу крючок и провязываю 11 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я провязала 11 столбиков с накидом. Следующая клетка у меня темная. Я делаю накид. Со стороны голубого цвета я пропускаю 11 клеток. Вот здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Под 12. Так, вот. Под 12 ввожу крючок, провязываю темную клетку. Делаю накид. Возвращаюсь снова в начало ряда. В начале ряда первая клетка у меня светлая. Я провязываю светлый столбик. Делаю накид, переворачиваю. С этой стороны один столбик пропускаю, потому что он провязан со стороны голубого. За соседний столбик провязываю светлую клетку. Теперь по узору у меня снова темная клетка. Я делаю накид, пропускаю один столбик, он у меня провязан с этой стороны. Провязываю темную клетку. Итак, в начало ряда я вернусь 5 раз, потому что по моим расчетам я посчитала, что в 80 петель у меня поместится 5 таких узоров. То есть один ряд я вот так вот туда-обратно вернусь 5 раз. По этому узору я довяжу до конца ряда, а потом расскажу, что мы будем делать дальше. Итак, я уже довязала до конца ряда, мне осталось 2 петли. И точно так же, как и в образце, я розовую нить буду заканчивать со стороны розового, для того, чтобы, когда цвет менялся, они не путались и было красиво. То есть я провязываю предпоследний столбик, делаю накид. Здесь у меня 2 воздушные петли, которые считаются столбиком с накидом. Я вставляю крючок во вторую петлю и провязываю столбик с накидом. В этом месте я меняю нить на голубой цвет. Делаю 2 петли подъема, переворачиваю вязание. В этом ряду вообще проще простого, даже не надо думать, ничего считать. Смотрите, мы когда связали вот эти все ряды, у нас со стороны, с обратной, видно вот такие вот как сказать, полости
просветы. То есть места, где мы не провязывали розовым, они пустые. Вот эти пустоты мы сейчас будем заполнять голубым цветом. То есть тут даже считать не надо. Сейчас оно немного не сильно видно, но когда вы провяжете буквально 3-4 ряда, у вас будет очень хорошо видно, где у вас эти пустоты, которые надо заполнить другим цветом. У меня вот первая пустота до сюда, до розового столбика. Я просто, даже не считая, не думая ни о чем, сделала 2 петли подъема, они считаются первым столбиком, ввожу крючок за соседний столбик голубого цвета и провязываю голубые столбики с накидом за голубой цвет. Вот я довязала до первого провязанного розового столбика со стороны голубого. Соответственно, я делаю накид, и здесь есть такая полость. Я провязываю этот столбик со стороны розового. Делаю накид. Следующий столбик у нас провязан розовым. Здесь очень хорошо видно уже пустота. Я заполняю эту пустоту голубым цветом. Затем у нас розовый столбик уже провязан, значит голубой я провязываю со стороны розового. Делаю накид. Теперь у нас здесь розовые уже провязаны. Я провязываю со стороны голубого голубые столбики с накидом, заполняя, так сказать, вот эти полости, образованные розовыми столбиками. Очень легко обратный ряд вязать всегда. Вяжем так до конца ряда. Я заполнила все бреши. Вот что получилось у меня. Теперь делаю 2 петли подъема. 1, 2, переворачиваю вязание. В следующем ряду, давайте тот ряд, который я провязала, я уже закрашу. Вот этот ряд у меня уже провязан, чтобы было более понятно, где я нахожусь и не сбиться. В следующем ряду первая клетка у нас тоже светлая. Я сделала 2 петли подъема, которые являются первым столбиком с накидом. И эти 2 петли подъема являются первой светлой клеткой в схеме. Я делаю накид. Следующая у нас клетка темная. Я провязываю ее за обратную сторону. То есть один розовый я здесь пропускаю, за второй розовый провязываю темную клетку. Дальше по схеме у нас клетка светлая. Значит, я один столбик пропускаю, вот этот розовый, потому что он провязан с этой стороны, делаю накид, и в соседнюю столбик завожу крючок и провязываю столбик с накидом. Я провязала темную клетку. Следующая клетка тоже светлая. Я делаю накид, со стороны розового пропускаю один столбик, потому что он провязан с этой стороны, и провязываю столбик с накидом за соседний столбик с накидом. Так, светлая. Дальше у меня идет 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9 темных. Я делаю накид, один столбик я пропускаю и провязываю 9 темных клеток. Ой. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Следующие две клетки у меня светлые. Вот они. Раз, два. Я делаю накид. Опять с этой стороны пересчитала 9 столбиков, чтобы ничего не пропустить и не сбиться по узору. И провязываю с обратной стороны 2 темные клетки. Раз, два. Потом мне идет темная клетка. Я делаю накид и провязываю темную клетку. То есть 2 клетки я пропустила. Вот 2 столбика я пропустила. Раз, два. Потому что он провязан с этой стороны. И провязываю темную клетку. Я этот ряд вязать закончила и снова возвращаюсь в начало ряда. И так я снова вернусь 5 раз. В начале ряду первая клетка у нас светлая. Я делаю столбик с накидом. Один столбик пропускаю, потому что он провязан с обратной стороны. Провязываю светлую клетку. Делаю накид. Следующая клетка у нас темная по узору. Один столбик пропускаю. Провязываю темный столбик с накидом. Дальше у нас идет снова светлая клетка. Я делаю накид. Один столбик пропускаю. Ввожу крючок под соседний. Провязываю светлую клетку. Потом у меня по раппорту идет 9 темных клеток. Я делаю накид. Один столбик я пропускаю, потому что он провязан с этой стороны. И под соседний провязываю 9 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, я провязала 9 столбиков. Следующее у меня 2 светлые клетки. Я делаю накид и провязываю 2 светлых клетки. Потом по узору у меня одна клетка темная. Я делаю накид, пропускаю 2 столбика, раз, два, вяжу темную. Снова возвращаюсь в начало ряда. У меня первая клетка светлая. Значит, я делаю накид. Пропускаю здесь одну клетку. За соседний столбик провязываю светлую клетку. И так я буду провязывать каждый ряд, возвращаясь туда-обратно по 5 раз. Потом, когда мы закончим вязать, в конце ряда мы будем постоянно заполнять получившиеся бреши другим цветом. Вот посмотрите, я вяжу сейчас голубым, и у меня вот здесь пустоты образовываются. Я довяжу до конца ряда, возьму нить розового цвета и заполню вот эти все пустоты. Вот уже я вяжу какой третий ряд, уже очень хорошо они видны. И так я провяжу то количество рядов, которое у меня идет по раппорту. По
по узору. Вы вяжете по своему узору. Я надеюсь, принцип вам понятен. Вязать вам будет легко и в удовольствие. Это очень интересная техника. Каждый раз, когда ты заканчиваешь рядочек, хочется уже начать другой и посмотреть, что же получается. У меня повязка уже связана полностью. Посмотрите, какая красота получилась. Вот он, мой узор. Он красиво начинается. Он законченный вид имеет с этой стороны, и законченный вид имеет также с этой стороны. Потому что я сделала правильные расчеты и правильно распределила раппорт этого узора. Теперь мне надо эту повязку собрать. Посмотрите. При вязании получаются вот такие полости. Вот они. Я сейчас возьму крючок. Я когда закончила вязать, я оставила нить голубого цвета подлиннее. Так, у меня немножко тут распустилось. Последний столбик с накидом провяжу. Делаю петлю подъема, переворачиваю вязание. Посмотрите, в этой полости вот косичка есть и вот косичка есть. Я ввожу крючок с этой стороны косички за заднюю стенку. Вот. А с этой стороны косички за переднюю стенку. Вот. Провязываю соединительную петлю. В соседнюю петлю я вставляю крючок за заднюю стенку, со стороны розового за переднюю стенку. Захватываю рабочую нить и провязываю соединительную петлю. Таким образом я сошью свою повязку. Посмотрите, я дошла до того места, где повязка соединена. Здесь нету никаких полостей, здесь есть просто косичка, и я буду вводить крючок за обе стенки эти косички, вот так под косички, подхватывая обе стенки, и провяжу соединительную петлю. Вот, видите, под обе стенки косички этой провязываю соединительные петли. Теперь я дошла до места, где у меня снова полость образовалась. Теперь тут за заднюю косичку, за заднюю стенку косички ввожу крючок, а со стороны розового за переднюю стенку. И сшиваю свою повязку. Так я буду делать до конца повязки. Итак, я собрала повязку. Посмотрите, как аккуратно получается. И красиво. Теперь мне надо сложить повязку пополам и сшить ее вот в этом месте. Сейчас я возьму иголку. Возьму нить другого цвета. Вставлю ее в иголку. И начну сшивать. Честно говоря, никакой системы вообще нету.
Самое главное просто, чтобы это было красиво и аккуратно. Вот, я сшила повязку. Теперь я хорошо затягиваю все хвостики, завязываю их и прячу. Здесь у меня 2 розовых хвостика получилось. Я сейчас их между собой свяжу. Сделаю такой небольшой узелок. И спрячу кончик прям вот в этот шов, который у меня образовался при сшивании. Таким образом я спрячу все хвостики. Повязку я сшила, выворачиваю ее. И вот что получается. Такая вот красота. Интересная техника. В ней можно связать все что угодно. Мне вот захотелось такую повязку. Такую повязку лучше, конечно, вязать из более тонкой пряжи, где в 100 грамм 600 метров, 450, потому что у меня, смотрите, повязка получилась достаточно такой толстой. А если вы будете делать это из более тонкой пряжи, то она будет не такая объемная. Меня этот результат полностью устраивает, я буду с удовольствием носить, тем более весна, хочется ярких цветов, интересных красок. И эта повязка у меня точно валяться просто так не будет без дела. На этом видео я заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии и ставьте свои классы. Спасибо за просмотр.